Приветствую всех зрителей на нашем канале. Сегодня хочу рассказать о роутере своем Huawei, который почти год живет на чердаке. К данной модельке, вот, видно или нет, освещение на чердаке довольно слабенькое. К данной модели я купил такие небольшие антенны для улучшения сигнала где-то год назад. Что хочу особо отметить, что он у меня не обновлялся. Я его покупал до войны, новые обновления никакие не устанавливал. И вначале он у меня стоял в комнате, отлично ловил сигнал на даче. Как началась война, сигнал интернета сильно упал. Поэтому вначале я купил антенны, а потом все же был вынужден его переносить на чердак. Еще до войны, как только я его купил и начал на дачу тут настраивать, то есть первые 2 недели, с этими настройками баловался. А потом решил сбросить его до заводских настроек и начать настраивать заново. Инструкции, естественно, не читал. И при помощи кнопочки сбросил его до заводских настроек. И скажу честно, ничего у меня с ним не случилось. Это, видимо, зависит от прошивки, и делать это надо только на свой страх и риск. Я, если честно, вообще не знал о том, что его нежелательно самому сбрасывать, поэтому я его сбрасывал аж целых 2 раза до заводских настроек. И без никаких последствий для работы самого роутера. Еще летом очень мучил меня такой вопрос, как он будет работать при больших температурах. Тут на чердаке у меня, если на улице было под 40, то на чердаке я даже затрудняюсь сказать сколько. Тут вообще такая духотища, парилка была. Лето 23-го года на Украине выдалось довольно жаркое. И я волновался, будет ли он нормально работать. Но, как оказалось, волновался я зря. И все лето никаких проблем с интернетом у меня не было. После того, как я его перенес на чердак, мне пришлось делать мост с TP-Link роутером для того, чтобы работал компьютер, так как ноутбук у меня тогда еще не работал. Все-таки на компьютере смотреть фильмы лучше, чем на телефоне, поэтому я без проблем сделал мост между этим Huawei-чиком роутером и TP-Link роутером. И что особо хочу отметить, это его возможность работать в 2 диапазонах на 2,4 ГГц стандартных и на 5. Вот у моей супруги телефон Redmi 11 Pro 5G. И он просто летает на 5 ГГц, когда подключен к этой сети. То есть большой плюс данного роутера является эта возможность. А это TP-Link роутер, который соединен мостом с моим роутером Huawei, что на чердаке. И, кстати, тогда, когда я делал этот мост, я в
второй раз скидывал Huawei-чик до заводских настроек. Но хочу предупредить, это вы, конечно, делаете все на свой страх и риск. А это настройки, о которых я говорил, и которые являются большим плюсом в роутере Huawei. Это 2,4 ГГц, а это 5 ГГц настройки. То есть все включено и все работает. В общем, остается только еще включить тест на интернет, чтобы его проверить. Конечно, скорость то падает немного, ну так, в небольших диапазонах колебания скорости есть. Дача у меня находится в Житомирской области, недалеко от ПГТ Брусилов, где-то в 20 километрах. И данный роутер, ну, просто находка для дачи. Одни плюсы. Однозначно рекомендую данный роутер. Как для меня, для дачи просто находка. Ну а на этом все. И до новых видео. Всем удачи!